Всем привет! Вы смотрите канал Хлам Знаний. А значит, пришло время узнать что-то новое и интересное. Сегодня поговорим о том, почему в СССР хрущевки строили без балконов на первом этаже. Не секрет, что по всему СНГ в городах есть районы, где кучкуются шедевры, в кавычках, советской архитектуры – хрущевки. И первая мысль при слове «хрущевка» – нечто тесное, неудобное и несовременное. Временное стартовое жилье с драными фасадами и старыми соседями. В свое время квартира в таком доме была заветной мечтой советских граждан. Несмотря на тонкие стены, маленькие комнаты и плохую звукоизоляцию. Фасады этих домов просты и незатейливы, без понтов. И даже балконы есть далеко не в каждом. Первые жильцы хрущевок радовались, что получили ордер на отдельную квартиру. Планировка, метраж, мелкие неудобства – пофигу. После коммуналок и съемных комнат квартира в хрущевке была дворцом. Сейчас-то им есть чем сравнивать. И отсутствие балкона всегда упоминается в жалобах на качество жилья при продаже квартир. Официальная причина отсутствия балконов на первом этаже одна – утвержденный проект дома. Но нафига архитекторы ваяли такие странные проекты? Давайте разберемся. Изучают. Зачем СССР строили хрущевки? Проблема нехватки жилья в советских городах возникла еще в 30-е годы. Неудивительно. В период индустриализации все строительные силы были брошены на то, чтобы соорудить промышленные объекты и на них завязывать экономику. Жилых домов строили мало, а количество горожан постоянно росло. Из села в город народ переезжал миллионами. Только в Москве с 1926 по 1939 годы за 14 лет население выросло вдвое и составило больше 4 миллионов человек. Строить дома просто не успевали. Люди жили в коммуналках, подвальных помещениях и даже в землянках. После войны стало еще хуже. Масса людей по всей стране остались совсем без жилья. Этому делу присвоена высокая приоритетность. Строили рационально, быстро и экономно. При Никите Хрущеве в конце 50-х годов советские власти приняли решение о массовой застройке жилого фонда. Для удешевления строительства проекты домов сделали типовыми. 4, а затем и 5 этажей, максимально сократив толщину стен, площадь комнат и объединив ванную с туалетом. Хрущевки строились от предприятий. Для экономии средств иногда отказывались от балконов с торцов здания, на вторых этажах или на каком-либо одном стояке. От балкона отказывались взамен на раздельный санузел. По проекту все санузлы были совмещенными. Короче, строили рационально, быстро и экономно. Сейчас со студиями почти такая же ситуация. Крохотные квартирки в огромном доме с убогой планировкой. Часто такие решения принимались вместе с будущими жильцами дома. Квартира без балкона стоила дешевле. Одиноких вдов и инвалидов после войны в избытке. Это еще одна ваша серьезная оплошность. Отсутствие балкона как защита от воров? Первые этажи хрущевок расположены очень низко. Поэтому, если пришить балкон, то залезть на него будет очень легко. Для воров-домушников балконы на первом этаже стали бы подарком. Версия, если честно, так себе. Что балкон с окном, что окно без балкона. Для воришки пофигу. На незастекленном балконе первого этажа никто не будет хранить ценный скарб. А залезть в квартиру с балконом или без специалисту без проблем. Едва ли советские архитекторы думали о домушниках, проектируя это жилье. Ведь Хрущев провозгласил о том, что жить при коммунизме будет уже нынешнее поколение граждан. Так что домушникам предполагался кирдык. Самое время лайкнуть ролик. А что, так можно было, что ли? Балкон – путь эвакуации. В правилах противопожарной безопасности балконы всегда упоминаются в числе эвакуационных выходов.
Балкон – это не место для хранения барахла, а путь эвакуации. И не надо с него прыгать. На него надо выйти из горящей квартиры и дождаться, когда тебя эвакуируют пожарные. На балконе меньше шансов отравиться продуктами горения, чем в замкнутом пространстве комнаты. Жители первых этажей, естественно, в этом не нуждались. Они могли эвакуироваться сразу на землю из окна. Боюсь я, попугиваюсь я. Проектирование по социальным методикам. Инженеры использовали так называемые социальные методики и моделировали разные ситуации. Свадьба, рождение ребенка, приезд многочисленных родственников, похороны в стенах будущей квартиры. Делали замеры, все перепроверяли и только потом приступали к строительству. С функциональной точки зрения подходили и к балконам. Назначение балкона в то время – это открытая площадка, на которой жильцы располагаются в теплое время года, чтобы отдыхать, дышать свежим воздухом, читать газеты и так далее. Считалось, что постиранное белье летом будут сушить на улице, а зимой – на чердаке. Жильцы верхних этажей, по мнению проектировщиков, нуждались в балконе больше. Чтобы выйти во двор, им нужно было спуститься на несколько лестничных пролетов вниз, а затем ровно настолько же подняться наверх. А жильцам первого этажа выйти во двор очень просто. Открыл дверь, и ты уже практически на улице. Соответственно, могут обойтись и без балкона, отдыхая на уличной скамейке у подъезда. Но архитекторы не учли, что в маленьких квартирах балкон быстро превратился в место хранения барахла. Жители первого этажа и здесь оказались обделенными, и несправедливость эта сохраняется вместе с хрущевками. Какая же версия кажется вам ближе всего по логике? Подпишитесь, если вы еще не подписаны, если канал вам понравился. Подписки помогают хламу знаний развиваться. И до встречи, дорогие друзья. Берегите себя.